Цель оправдывает средства. Сравнение раций. Рации не теряют своей популярности даже в наше время, хотя на дворе век технологичных телефонов. И рации имеют определенные преимущества перед сотовой связью. Это бесплатное общение, хоть и доступное на определенном расстоянии, но и передача информации через данное устройство не зависит от сотовых вышек, так как военнослужащим и охранникам чаще всего немаловажна связь без потерь сети. Плюс я, допустим, эти рации ребенку покупал, и было классно, когда с одной стороны Мурина разговариваешь, с другой стороной Мурина и ловит. Детям весело. Плюс еще можно и на охоту брать. 1003 на ютубе. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, минимум 7 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band в 6 серии. Стандартные условия: лайк, подписка и комментарий к любому видео. Условия конкурсов под конец месяца, которых иногда много. И мои контакты в описании в прикрепе. Мой канал с промокодами на Алиэкспрессе. И в описании есть еще телеграм-канал взаимопомощи. 5 с лишним тысяч человек знают больше, чем один. Всегда. Добавляйтесь, мата и хамства там как на канале, также нет. Все розыгрыши 30 числа. А сегодня я расскажу вам в сравнении о рациях Xiaomi Mi Walkie-Talkie Lite и Xiaomi Mijia Walkie-Talkie 2. Полетели. Коробка Walkie-Talkie 2 белая с некоторыми спеками самих раций и не очень презентабельная. В комплект Mi Walkie-Talkie Lite входят рации, USB-кабель для зарядки и руководство пользователя. В комплектации Mijia Walkie-Talkie 2 идет рация и уже кабель USB Type-C для зарядки. Специальное крепление на каждую рацию и документация. Все довольно простенько, ничего лишнего. Летим дальше. Внешний вид Xiaomi Mijia Walkie-Talkie 2 очень строгий, внушительный и брутальный. Выполнено все лаконично и минималистично. Материал рации полностью из металлического сплава в черном цвете. Корпус гладко-матовый, из-за чего маркий, но не скользкий. Габариты не маленькие, но комфортные. 127 мм на 58 на 28 мм. А весит одна рация 244 грамма. Высота антенны составляет 132 мм. Кнопки на передней части не прорезиненные, люфта нет. Случайным нажатием не подвергаются. А боковая кнопка включения микрофона прорезиненная. Кнопки предназначены для передвижения по меню. Сверху есть колесико включения и выключения и регулировки громкости 2 в 1. Далее есть разъем Type-C и разъем под мини-джек, и они закрыты заглушкой. Xiaomi Walkie-Talkie Lite выглядит намного проще, у них нет экрана, у меня на руках комплект из белой и черной рации. Корпус белой рации очень пачкается, что не радует. Притом, логично, что они работают, главное, модель одинаковая. Материал матовый и скользкий, кнопки находятся на левом борту и прорезинены. Есть кнопка питания, далее регулировка громкости, основная кнопка, которая отвечает за передачу звука. Сверху есть колесико для переключения каналов, также за заглушкой находится разъем под мини-джек и разъем micro-USB, плюс кнопка сброса. Антенна несъемная, в отличие от Walkie-Talkie 2, есть трехцветный светодиодный индикатор. В целом, внешний вид Walkie-Talkie Lite на фоне Walkie-Talkie 2 дешевит и выглядит, разумеется, по-детски, как и ценник, правда. Габариты Walkie-Talkie Lite меньше, чем у Walkie-Talkie 2, 120 на 55 на 22 мм, а весит одна рация 154 грамма. Высота антенны 70 мм, а задняя клипса толщиной в 6,6 мм. У Walkie-Talkie 2 есть монохромный ЖК-дисплей в 1,77 дюйма с разрешением 160 на 160 пикселей. В солнечную погоду довольно сложно что-либо разглядеть, но не сказал бы, что критично. В настройках можно установить контрастность на максимум, что изменит ситуацию в лучшую сторону. Расстояние вызова у Walkie-Talkie Lite до 5 км, у Walkie-Talkie 2 до 6 км. Обе версии я проверил на расстоянии 1,5 км в городских условиях, и у меня без нареканий отлично работали обе. Реально, Walkie-Talkie 2 я с ребенком тестировал на расстоянии где-то километров 4. Было 3 дома и железная дорога. Рации ловили. Но вот 4 дома они уже не выдерживают. И расстояние больше 4 километров. Далее, емкость аккумулятора Walkie-Talkie Lite составляет 2000 мАч. Проживет она 5 дней в режиме ожидания и 10 часов непрерывного использования. Емкость батареи Walkie-Talkie 2 5200 мАч. Полного заряда хватит на 13 дней в режиме ожидания и 15 часов непрерывного использования. Максимальная мощность передачи у Walkie-Talkie Lite 3 Вт, у Walkie-Talkie 2 5 Вт. При том, что его можно изменять на 3 Вт, чтобы дольше жила. Walkie-Talkie 2 также имеет двухдиапазонный UHF и VHF, что означает одновременное двухчастотное прослушивание УВЧ от 409 до 440 МГц и УКВ от 144 до 148 МГц. Walkie-Talkie 2 еще ушла на шаг вперед от Walkie-Talkie Lite по причине того, что у Walkie-Talkie 2 можно подключать не только проводные наушники, но и ТВС, что в разы комфортнее, плюс есть FM-радио. Walkie-Talkie Lite, в свою очередь, имеют 16 каналов и частотный диапазон любительский и общественный. У Walkie-Talkie 2 частотный диапазон общественный, удаленный и настраиваемый. Чувствительность приема у Walkie-Talkie Lite и Walkie-Talkie 2 одинаковая, 122 дБ, по-другому 12 дБ Synate. Также у Walkie-Talkie 2 имеется защита от пыли и влаги IP65. К сожалению, я их не топил, но под дождь попал. Рации знатно промокли, но при этом работали без проблем. Звучание у Walkie-Talkie Lite заметно хуже, чем у Walkie-Talkie 2, но звук передает и те, и другие без помех, что радует. Еще у обеих раций есть функция включения без нажатия на кнопку. Работает это дело хорошо, но
если вы находитесь в шумном месте, она будет улавливать все звуки. У Walkie-Talkie 2 есть 3 режима чувствительности: низкая, средняя и высокая. Подключал я эти пары рации к одному приложению, а именно Mi Walkie-Talkie. Подключаются к приложению они без проблем, проводится сопряжение с пошаговыми подсказками. В нем есть возможность обновить прошивку, поиск рации на карте, настройка частот каналов, передача местоположения и полная настройка раций. Официальное приложение на китайском языке, но на просторах интернета уже есть англоязычные версии, а также частично русскоязычная. Walkie-Talkie Lite я покупал в районе $26 за рацию. Walkie-Talkie второй версии около 69 на распродаже. Цены по ссылке в описании к видео, если есть сейл, а сейчас он, кстати, идет, и есть промокоды в моем телеграм-канале, поэтому если вы решите что-то купить, зайдите в телегу, найдите эти промики и сделайте себе скидку процентов 10, получается, с любого устройства на Алиэкспрессе. Есть ли еще какие-то промокоды конкретно по вашим девайсам, которые вас интересуют, посмотрите опять же в телеге по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появится скидка именно на ваше устройство. Во всяком случае, увидите, насколько там дешевле относительно нашего ритейла. Резюмирую, все основные отличия вы услышали в данном видео. Такой отрыв в цене Walkie-Talkie 2 от Walkie-Talkie Lite оправдан качеством корпуса, удобным дисплеем и комфортным подключением ТВС-наушников, не говоря уже о аккумуляторе и расширенных функциях. Плюс звук у них качественнее, есть защита от влаги. И в целом тоже важно. Обе рации показывают в городских условиях себя хорошо. Отзывов владельцев просто море, скупают их просто тоннами. Они очень часто пропадают из полок магазинов, допустим, в том же Петербурге, и с Алиэкспресса, потому что рыбаки и охотники не дремлют. Удобные эти штуковины. Плюс недорогие, а главное качественные. Поэтому советую. Девайсам однозначно да. Не забываем подписываться с колоколом, ставить лайк за труды и писать, что еще вам интересно на просторах интернета, чтобы я купил и рассказал. Эти рации я тестировал больше 3 месяцев, ничего с ними не случилось. 9-летний сын их не убил. А если не убил, значит они хороши. Бегал-то во дворе и не только. Завтра будет обзор на Realme GT Neo 2, на которой уже была прожарка на канале основном. Так что можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, как раз что я об этом телефоне рассказывал и как он себя вел в тестах. Добра и удачи вам, дорогие друзья!